Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола. Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы выпуски новостей выходили почаще, но я же не могу их придумывать, это же гребаные новости. Как только информация для выпуска накапливается, я делаю выпуск. Но если вы хотите мне помочь с поиском информации и новостями, вы можете делать предложенные публикации в нашей группе ВКонтакте. Конечно, не факт, что все из этого окажется новостями и будет опубликовано, но попытаться помочь вы всегда можете. Итак, начну с козырей. Компания StrikeArt выпустила обновленную версию нашумевшего пускового устройства для ВОК Тюльпан Малыш 2.0. Если кто забыл, первую версию этого пускового устройства за неопрятный внешний вид не засрал только ленивый. Мы не ленивые и тоже его обстебали как могли. Поймав обратную связь, StrikeArt доработали малыша, и теперь он выглядит вот так. Концепт остался тот же, а вот внешка стала намного лучше. Теперь корпус это литье из нормального пластика, а ствол алюминиевый. Принцип действия остался тот же самый. Вставил выстрел, нажал на спуск и бахнул. Аккумулятор встроенный, заряжается вот от такой зарядки. Обещанный ценник 4000 рублей. Кроме того, компания StrikeArt обновила линейку страйкбольных дымов, добавив в нее пару новых позиций и пересмотрев ценовую политику на популярный дым ШД-90. Он стал заметно дешевле и теперь стоит 200 рублей. В качестве новинки появился дым в форм-факторе бюджетной гранаты Егерь. Мы назвали его Егерь-дым. Производитель назвал его ШД-50. Ставь лайк, если наше название нравится вам больше. Ценник 150 рублей за штуку, и похоже теперь это самый бюджетный дым на рынке. То, что нужно, чтобы останавливать технику на страйкбольных играх. Ну и наконец появился дым-середнячок, нечто среднее между ШД-90 и ШД-200. ШД-130 с массой дымовой смеси 130 грамм. Его ценник составляет 240 рублей за штуку. Новые дымы уже приехали в магазин страйкбольной пиротехники Бабахи, а на Малыш 2.0 можно оформить предзаказ. Российский производитель ВВД-систем HPA System продолжает делиться подробностями о новом прикладе ПБУ для ВВД-систем. Во-первых, они показали, как будет выглядеть ПБУ с регулятором грань в комплектации линия. Да, в таком виде это просто удобно расположенный регулятор низкого давления для вашего баллона. По заявлению производителя, ПБУ совместим с дешевыми промышленными регуляторами с жаргонным названием Сифон, СФРами от Redline и, конечно же, с новым регулятором грань. Во-вторых, показали, как будет выглядеть приклад в комплектации приклад. Для того, чтобы он стал полноценным прикладом, будет достаточно добавить направляющие и набор пластика. Ну и наконец, можно наглядно посмотреть, чем новый ПБУ внешне отличается от обычного приклад-баллона и стандартного эмочного приклада. Точной информации о дате выхода и цене, к сожалению, пока нет. LCT показали обновленную линейку приводов АК-серии с имитацией хода затвора. Помимо 74 и 100 серии АК, имитации хода затвора будут оснащены РПК-С-74, а также АК-12 и АК-15. Изменилась ли работоспособность этих приводов, пока неизвестно. Будем честны, что первые версии приводов от LCT с имитацией хода затвора работали так себе, так как из-за имитации хода затвора нагрузка на мотор была слишком большой. Кроме того, LCT засветили линейку приводов Z-Part серии. Так завуалированно они называют привода в репликах обвеса от Zenit. Витязь в Зените тоже есть. Похоже, G&G вернулись к своей идее смешать страйкбол и лазертаг, увеличив дистанцию поражения игроков до 150 метров. Пару-тройку лет назад мы уже писали про систему МИД от G&G, которая представляет из себя насадку с лазером, шлем и жилет. Как вы понимаете, на жилете и шлеме располагаются датчики, а в момент вылета шара насадка стреляет лазером, как в лазертаге. Новая версия МИД будет поставляться с имитацией PEC-15 модуля, в которой располагаются аккумуляторы и ЛЦУ. Насадка-глушитель также работает как трассерная насадка и хрон. Все управление происходит 4 кнопками. Помните, проскакивала информация, что магазин Кугель закрывается? Так вот, не тут-то было. Можно официально заявить, что Кугель возродился как феникс из пепла и снова в игре. Если кто вдруг не в теме, Кугель возят в Россию всякие горячие новинки, эксклюзивное страйкбольное оружие и другие товары для страйкбола из среднего и премиум сегмента. Еще у них есть весьма полезный проект, который называется «Шелковый путь».
в рамках которого вы можете заказать какие-то уникальные и нужные вам товары напрямую из Гонконга. Розничный магазин Кугель теперь находится на территории крытого CQB полигона Кугель по адресу Москва, Хорошеевский проезд, дом 7, строение 14, рядом с метро Полежаевская. Как вы понимаете, полигон открыт для страйкбольных команд и корпоративов. Ссылку на проект Кугель я оставил в описании. Мастерская Дайса выпустила реплики глушителей для российских моделей страйкбольного оружия. Все изделия изготовлены на станках с ЧПУ, покрытие анодированием. Особенностями новинок является антуражный внешний вид, малый вес и возможность установить без допила и доработок трассерные вставки от Acetec. Для установки трассерной вставки AT2000 подходят реплики глушителей PBS-1, Кочевник и ТГП. Для установки трассерной насадки AT1000 подходит реплика модератора PP Витязь. Если кто пропустил, компания Cima запустила новую линейку приводов М4 серии, а точнее сразу две линейки. CM097 – линейка приводов с металлическим ресивером, и CM620 – новая линейка с нейлоновым корпусом. Насколько я знаю, до этого времени все пластиковые модели приводов от Cima были из ABS пластика, а теперь это нейлон. В новых эмках от Cima есть собственный электронный ключ Cima MOSFET 1.0 и гирбокс с быстросъемной пружиной и очень неплохой внутрянкой. А еще Cima обновила свои Cima Glock. Теперь они тоже с электронным ключом и встроенным несъемным аккумулятором, который заряжается от USB. Aero Dynamics сделали страйкбольную версию RPG-7, которая стреляет стандартными 40-мм страйкбольными выстрелами. Соответственно, гильзы от Tagin тоже будут работать. Выстрел можно зарядить как непосредственно в ствол гранатомета вместо имитации реактивной ракеты, так и в саму реактивную ракету. Материалы – алюминиевый сплав и пластик, окрашенный под дерево. Ценник пока не называется. РВА запустили продажи лимитированной партии ГББ пистолета Agent One. Это совместный проект РВА, Nighthawk Custom и Agency Arms. Всего было выпущено 99 экземпляров. VFC совместно с Fabarm анонсировали выход газовой страйкбольной версии дробовика STF 12-11 дюймов. Дистрибьютором будет выступать тоже РВА. SRC анонсировали выпуск нового ГББ пистолета Maverick. Подробностей пока нет, но выглядит он очень странно. Других новостей у меня пока для вас нет. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. Обязательно подписываться на канал и жать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!